Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодняшний обзор посвящен высокотоковым аккумуляторам LG HG2, которые также называют шоколадками, из-за их характерного цвета, который действительно похож на шоколад. Аккумуляторы куплены в магазине Gearbest, ссылка будет внизу под видео. Покупал комплектом 4 штуки. Аккумуляторы поставляются в пластиковом кейсе, вот этот кейс ко мне приехал вместе с аккумуляторами. Выполнены в так называемом промышленном дизайне с плоскими плюсовыми контактами. Вот. Также они не имеют никакой ритейловой красивой упаковки, а просто запаяны вот в такую термоусадочную пленку коричневого цвета. На пленке при помощи лазерной гравировки нанесена вот такая вот маркировка, на которой указан тип аккумуляторов LG DB HG2 1865. 1865 это их размеры, 18 мм диаметр, 65 мм длина. И внизу также написан номер партии и дата производства их. Согласно даташиту на данный тип аккумуляторов, они имеют заявленную номинальную емкость 3000 мАч. Но важный момент. Данная емкость гарантируется при стандартном токе разряда, который, согласно тому же даташиту, составляет всего лишь 600 мА. Заявленное напряжение полного разряда, то есть это до которого их можно разряжать, 2,5 вольта. Полного заряда стандартно 4,2 вольта. Максимально заявленный ток, при котором можно их длительно разряжать, 10 ампер. Также указан максимальный разрядный ток 20 ампер, но при таком токе при длительном разряде аккумуляторы могут перегреваться. Хотя по заявлениям любителей электронного парения вейперов, такие аккумуляторы спокойно переживают нагрузки даже свыше 30 ампер, но, конечно, кратковременные, не более нескольких секунд. И проверим вес аккумуляторов при помощи вот таких вот весов, также стандартных. Так, сбрасываем в ноль и ставим вес. 46 грамм ровно. А внутреннее сопротивление аккумуляторов мы будем измерять наиболее точной зарядкой в категории до $100 X-Stat Dragon VP4+. Несколько видеообзоров этой зарядки также есть в плейлисте с моими обзорами. Так, аккумулятор номер 1. Напряжение 3,57, 0,14 миллиома. Аккумулятор номер 2. Три 57 также, 0,12 миллиом. Следующий аккумулятор. Также 3,57 вольта и также 0,12 миллиом. И последний, четвертый аккумулятор. Здесь также 3,57 и 0,16 миллиом. Но мы видим, что внутреннее сопротивление очень маленькое. Это говорит о том, что данные аккумуляторы совершенно новые. Подготовительный тест я буду проводить на зарядном устройстве SkyRC MC3000. И в ходе этого теста аккумуляторы последовательно будут заряжаться до максимального напряжения согласно даташиту, потом разряжаться и снова заряжаться. Весь процесс я буду проводить специально на низких токах, и по результату второго и третьего процесса разряда и заряда MC3000 определит емкость аккумуляторов. Итак, устанавливаем программу, тип аккумуляторов литий-ион, режим меняем на циклический, дальше ток заряда ставим пол-ампера. Разряда также пол-ампера. После заряда отдых 20 минут, после разряда 10 минут. Количество циклов 1. И режим CDC. Charge, Discharge, Charge. Дальше. Напряжение заряда максимально 4,2 вольта. И кат 2,5 вольта, согласно даташиту. Это напряжение разряда. Есть. Время выключено. Сохраняем. Первая программа.
Все, у нас все аккумуляторы стоят в первой программе и запускаем. Все, весь процесс, конечно, я снимать не буду, это будет долго, но по окончанию процесса я покажу результат. Итак, завершен подготовительный тест на токах пол-ампера. Определенная зарядкой SkyRC MC3000 емкость примерно соответствует заявленной, около 3000 мАч. Тест у нас занял почти 6 часов 40 минут примерно. 6:38, 6:36, 6:35. Разница в несколько до 5 минут между всеми аккумуляторами, что говорит о том, что они все были примерно на одном уровне разряда. Также здесь мы можем увидеть энергию. Минус 10 Вт и 10726 и 11335. Это говорит о том, что аккумулятор при разряде отдал 10726 Вт-часов и при заряде получил 1135. Сейчас второй аккумулятор. 10892 на 11335 примерно так же. Третий 10898 11290. И четвертый 10894 11289. Все аккумуляторы примерно одинаковые. Следующий тест будет также проходить в данной зарядке и будет заключаться в разряде током 2 ампера. Для этого я ставлю только один аккумулятор. Как мы видим, они все примерно одинаковые, поэтому статистическая погрешность, как говорится, съест все различия. Вот. Включаем первый режим. Литий-ион. Режим Discharge. Ток максимальный для этой зарядки 2 ампера. Напряжение отсечки 2,5 вольта. Сохраняем. И запуск. Все, теперь ждем, когда он разрядится. Вот на зарядке указан ток. Минус это значит разряд 2 ампера.
Итак, разряд на 2 амперах. Зарядка определила емкость в 2951 мАч, то есть это более 98% от заявленных. Но с учетом того, что разряд проводился на 2 амперах, а обещанная емкость это на разряде 0,6 ампер. Разрядилась до 2,5 вольта. Сейчас аккумулятор дает напряжение 2,92 вольта, он немножко отдохнул. В среднем было напряжение 3,5 вольта. Отдал энергии 10,5 ватт-часов. Разряд длился час 28. Для следующего теста я собрал такой стенд с электронной нагрузкой. Разряжать аккумулятор я буду током в 10 ампер, вот установлено 9,99, до напряжения, опять же установлено на электронной нагрузке 2,5 вольта. Такой ток выбран согласно даташиту на один из самых мощных светодиодов, применяемых в фонарях и прожекторах, Luminous SBT90, который потребляет ток свыше 9 ампер в режиме максимальной светоотдачи, которая достигает 1400 люмен. И теперь запускаем разряд и посмотрим, какой будет у нас результат. Много времени разряд на 10 амперах не занял, и мы имеем следующие результаты. Итак, емкость 2933 мАч. В принципе, разряд показывает, что ему все равно, что пол ампера, что 2 ампера, что 10 ампер. Энергии отдано 10,7 ватт-часа. Вот, сейчас аккумулятор немножко отдохнул и показывает напряжение 3,43 вольта. Разряд, я напоминаю, проводился до значения 2,5 вольта. Разряд при помощи резистивной нагрузки. Токи здесь будут порядка 15-17 ампер. Этот разряд имитирует работу аккумулятором в мощном шуруповерте. Разряд будет проводиться периодами длительностью примерно по 1 минуте, с отдыхом между ними примерно по 30 секунд. Итак, начнем. Ток более 16 ампер. Вот, показывает. Напряжение сейчас просело до 3,2 вольта. Мощность отдаваемая свыше 50 ватт. Сейчас дадим отдохнуть ему на 30 секунд.
И запускаем, по всей видимости, последний нагрузочный цикл. Уже 2:57. Сейчас уже завершится это издевательство над аккумулятором. Ну все, еще 30 секунд он выдержал. Итого 17 минут в таком режиме он смог проработать. Отдал, сейчас нам покажет, 2,937 ампер-часа. Прекрасный результат. И 9,1 ватт-часов энергии. Я считаю, что это прекрасный результат. И данные аккумуляторы вполне более чем подойдут для работы с шуруповертами, для замены в батареях аккумуляторных шуруповертов. А завершающий тест я буду проводить при помощи бокс-мода HCIGAR VT75 с платой DNA75. Также для теста будет использоваться дрипка Цунами и 2 нагревательные спирали. Вот так выглядит конструкция в сборе. Так как бокс-мод рассчитан на аккумуляторе 26650, то 18650 аккумулятор необходимо вставлять через такой вот переходничок. Все. Сейчас я закручу. Дальнейший тест будет снят с экрана компьютера, там, где я программным способом буду имитировать затяжки с этого бокс-мода. Вот так закручиваем. Небольшой опыт у меня закручивания. Я не любитель электронного парения. Все, готово. Ну, а теперь сейчас будет видео с экрана. Как видите, данные аккумуляторы прекрасно чувствуют себя в бокс-модах и прекрасно подойдут для всех любителей электронного парения. Причем могут использоваться как и поштучно, видите, в мощности до 75 Вт, отлично он себя чувствует, так и, соответственно, по 2-3 штуки в более мощных бокс-модах.
В заключение обзора скажу, что эти аккумуляторы по праву считаются одними из самых популярных у любителей электронного парения. Они действительно очень качественные, соответствуют заявленной своей емкости, держат большие мощности, более чем достаточные для того, чтобы использовать их в электронных сигаретах. Среди всех аккумуляторов, которые я тестировал, а под этим видео будет ссылка на перечень всех моих тестов, их, поверьте, немало, это, наверное, одни из самых лучших и качественных высокотоковых аккумуляторов, которые у меня были. И я абсолютно смело могу их рекомендовать как для любителей электронного парения, так и для замены, например, в шуруповертах, либо в использовании в РЦ-моделировании, где также нужны высокие токи. Надеюсь, обзор был полезен. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, а я постараюсь дальше радовать вас интересными информативными видеообзорами. Все, всем пока.